Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня вяжу сумочку с фермуаром, простую и лаконичную, из полиэфирного шнура. Буду декорировать ее стильными деталями. Я приготовила прямоугольный внутренний фермуар. Его ширина 22 сантиметра. Полиэфирный шнур. Шнур 5 миллиметров. В 500 граммах 200 метров. Мой цвет кардамон. Также приготовила крючки. Вязать буду крючком 5 мм, вспомогательный 3,5 мм. Я буду укреплять донышко пластиковой канвой. Вспомогательный крючок должен хорошо проходить в ячейки канвы. Ячейки заявлены как 5 мм. Ножницы, сантиметровая лента. На каждом этапе озвучиваю количество петель, рядность и размеры своих заготовок в сантиметрах. Все необходимое можно приобрести по ссылкам, которые я оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Донышко изделия овальной формы. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю нить и формирую первую петлю. Для изделия в моем размере мне потребуется 18 воздушных петель. На моем канале есть подробное видео, как спланировать овальное дно любой формы и размера. Оставлю на него ссылку в описании. 18 петель, около 16 сантиметров. Теперь первую петлю пропускаю, она уходит на петлю подъема. В следующую петлю заднюю перемычку, здесь остается обе дужки, вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Так как первую петлю я пропустила, у меня остается 17 точек до начала вязания для провязывания столбиков. Вот в каждую следующую точку за заднюю перемычку я провязываю столбик без накида. Обращаю ваше внимание, что обе дужки кромочной косы остаются на противоположной стороне. И последний 17-й столбик приходится в последнюю перемычку. Это точка поворота, поэтому в эту точку провязываю еще 2 столбика. В общей сложности получается 3. Я оказываюсь на противоположной стороне. Вязание уходит по кругу. Далее по противоположной стороне я вставляю крючок за обе дужки кромочной косы. Получается в ту же самую точку, в которую были провязаны столбики противоположного ряда. И провязываю столбик без накида. Край начала сейчас ввязываю в полотно. Так далее следующий столбик и до начала этого текущего ряда. У меня последняя точка ряда, это точка, из которой выходил первый столбик. Вставляю в нее крючок и провязываю 1, сюда же 2 и 3 столбик. Завершаю поворот, вытягиваю нить немножко больше обычного и буду делать соединение. За обе дужки кромочной косы вставляю крючок с изнанки и увожу петлю на изнанку. Далее фиксирую воздушной петлей с помощью рабочей нити. Так буду соединять ряды из ряда в ряд. Теперь перехожу на основной узор полотна. У меня узор галочка в раскол. Вставляю крючок в раскол предыдущей галочки прошлого ряда. То есть вот следующая галочка, я возвращаюсь на шаг назад, подхватываю рабочую нить, вынимаю крючок, вставляю крючок обратным ходом и формирую первый столбик следующего ряда. Вот он, готово. Теперь следующая точка в раскол. Контролирую, чтобы крючок и входил в центр
столбика и выходил из центра столбика. И провязываю. Еще раз внимательно. Вязание в раскол. Столбик прошлого ряда имеет две дужки, похож на птичку. Прокалываю эту птичку в самый центр и контролирую, чтобы крючок с изнанки вышел тоже между двух дужек одного и того же столбика. Подхватываю, провязываю. Таким образом галочки будут аккуратно выходить из галочек прошлого ряда. Продолжаю вязать до следующего поворота. Подходя к первому повороту второго ряда, я хочу маркировать точки, в которые нужно будет сделать добавки. Эти точки на самых вершинах с этой стороны и с этой стороны соответственно. Во втором ряду я делаю добавление здесь и здесь. Продолжаю вставлять крючок в раскол и уже подхожу к маркеру. Здесь можно убрать его. Вот галочка, которая находится на вершине. В эту точку я провязываю сразу 3 столбика. Первый, второй, третий. Далее продолжаю вязать по одному столбику в одну точку до второго поворота этого ряда. И здесь то же самое. Удаляю маркер и в маркированную точку провязываю сразу 3 столбика. Здесь до окончания ряда у меня больше нет точек для провязывания, поэтому делаю соединение. Первая кромочная коса, увожу петлю наизнанку, хорошенько подтягиваю, фиксирую воздушной петлей. Далее не дальше двигаюсь, а немножко возвращаюсь в раскол в предыдущий столбик. Вытягиваю петлю, вынимаю крючок, вставляю крючок обратным ходом, первый столбик следующего ряда. Далее на каждом повороте я буду делать по 3 добавления. Добавки буду делать в 3 точках. В третьем ряду эти точки рядом. Это 3 столбика, которые вышли из одной точки в прошлом ряду. Провяжу 2 столбика сюда, сюда и, соответственно, сюда. То есть пройдут подряд 3 добавления в каждую точку по 2 столбика. С этой стороны, соответственно, то же самое. Первая точка, вторая на самой вершине и третья точка. Здесь сейчас я добавляю примерную схему добавлений по следующим рядам. Каждый раз расстояние между добавлениями будет увеличиваться на одну точку, так как поворот будет расти, количество петель за счет добавок будет увеличиваться. Далее продолжаю вязать в раскол до маркеров. Удаляю первый маркер и в эту точку провязываю 2 столбика. Первый, второй. Удаляю второй маркер, соответственно, в эту точку тоже 2 столбика. Первый, второй. И последний маркер провязываю в эту точку 2 столбика. Из 3 столбиков получается 6. Можно сразу маркировать точки на следующий ряд. Здесь это будет в первом добавлении первый столбик. Так и маркирую в раскол, чтобы не было путаницы.
То же самое, одна точка пропускается в следующую маркер. Снова пропускаю и маркер. Еще раз повторюсь, с каждым рядом количество петель между маркерами будет увеличиваться на 1. Продолжаю вязать до следующего поворота. И здесь то же самое. Я удаляю сразу 3 маркера, потому что знаю, что добавления идут подряд. Первая точка, в нее 2 столбика. Важно попасть в раскол. Вторая точка, в нее тоже 2 столбика. Первый, второй. И последнее добавление, провязываю в эту точку 2 столбика. Готово. Маркирую добавки на следующий ряд. Первый столбик первого добавления в раскол, пропускаю 1, третий столбик, пропускаю 5 столбик. Делаю соединение по аналогии с прошлыми рядами. Далее еще раз дублирую вам схему добавок. Со следующего ряда добавления не должны будут попадать на добавление прошлого ряда. Этот ряд последний. Вот здесь добавка будет провязана в один из столбиков, который выходил из добавки прошлого ряда. Далее количество петель увеличивается, и эти добавления нужно будет немножко сдвигать. Можете ориентироваться на схему, которую я прикрепляю. Сейчас навязываю необходимое количество рядов в зависимости от размера моей фурнитуры. У меня первый поворот 4-го ряда. И после этого поворота я уже маркирую точки так, чтобы они не попадали на точки добавлений прошлого ряда. Вот здесь сейчас 1 столбик между добавками и снова в одну точку 2 столбика. Далее снова 1. И последнее добавление здесь. Первый, второй столбик в эту же точку. Поворот завершился. Внимательно смотрю на него и маркирую точки на следующий ряд. Вот о чем я говорила. Добавка не должна будет попасть в одну из петель, которые выходят из одной точки прошлого ряда. Маркирую немного раньше. Здесь. Далее пропускаю уже 2 столбика. Здесь и здесь. Вот по этому повороту можно немножко двигать. То добавления немножко вправо смотрят, то влево. Но между добавлениями одинаковое количество, и они не приходятся на добавление прошлого ряда. Так продолжаю навязывать необходимое количество рядов. Сейчас у меня провязано 7 рядов. В последнем ряду добавления были через 4 одиночных петли. Размеры заготовки на этом этапе 27 сантиметров ширина и 13 сантиметров высота. Сейчас мне нужно снять мерку окружности, потому что именно по окружности я ориентируюсь, чтобы состыковать изделие с размером фермуара. От точки начала рядов по самой кромке. Получается 69-70 сантиметров. Теперь снимаю точно такую же мерку с моего фермуара. От точки начала по самой кромке.
здесь 72 сантиметра. По сути, мне не хватает 2 сантиметра по объему сумочки. Следующим рядом я не делаю 3 добавления здесь и 3 добавления здесь, иначе мое донышко увеличится на 6 петель, а это сразу 6 сантиметров. Мне не хватает всего 2. Поэтому я сделаю одну добавку здесь и одну добавку здесь. Маркирую вершину, как при самом начале вязания. И таким образом в круг у меня будет нужные 72 сантиметра. Параллельно я подготовила овал из канвы. Он немножко меньше, как будто внутри моего донышка. Его размеры 26 сантиметров на 11 сантиметров. Здесь я перехожу на крючок потоньше, подкладываю овал под дно. Здесь можно накрепить маркерами, чтобы он не съезжал. Этими же, где буду делать добавление. Здесь. И, соответственно, здесь. Готово. Теперь хорошенько прикладываю, вставляю крючок, подтягиваю нить. Следующий прокол здесь в раскол обязательно контролирую и подхватываю текущую точку по овалу. Достаточно хорошо вытягиваю петли, потому что сейчас крючок меньше, но далее я вернусь к крючку номер 5. Снова прокол в раскол, подхватываю текущую точку. Обращаю ваше внимание, что кое-где по канве я буду вставлять крючок через одно отверстие, а кое-где подряд, потому что плотность ячеек и плотность вязания не совпадает. Просто смотрю, чтобы полотно не было натянутым. И продолжаю вязать этот ряд. Напоминаю, этот ряд переходной, в нем всего 2 добавления в маркированных точках. У меня заканчивается переходной ряд, и на этапе окончания ряда я пересчитываю количество столбиков в круг. У меня сейчас 73 столбика. Для того, чтобы это количество стало четным, провязываю добавку в последнюю точку. Готово 74 столбика. Делаю соединение и одновременно перехожу на крючок номер 5. Следующие ряды я буду вязать без добавлений. 74 столбика будет сохраняться всю глубину изделия. Первый столбик следующего ряда, и теперь ряд за рядом вяжу узор в раскол. У меня провязано 17 рядов после того ряда, которым я привязывала канву. Это 16 сантиметров глубины изделия. Теперь я укорачиваю нить. Запаса нити от целого мотка остается для того, чтобы привязать фермуар к сумочке. Потребуется около 8-10 метров. Вытягиваю нить полностью. Далее первая кромочная коса ряда, увожу нить туда, хорошенько потягиваю, и чтобы имитировать последний стежок, возвращаю нить в исходную точку, прячу по изнанке. Я уже сделала расчеты и вставила маркеры в точке, где будет сформирована ручка, то есть полотно с фермуаром соприкасаться не будет. Здесь между маркерами у меня 12 столбиков, 3, 6, 9, 12. Здесь, соответственно, то же самое. Между маркерами по боковой части по 23 столбика. Здесь маркирован центральный. С этой стороны то же самое. Напоминаю, в круг у меня 74 петли. Я уже вставила около 4 метров шнура
в иглу. Начать можно с любой стороны, с этой или с этой. Беру фермуар и прибегаю к небольшой хитрости. Это боковые точки фермуара. Здесь нить мне нужно немножко подклеить. Пользуюсь самым простым секундным клеем, гелем. Капелька. И хорошенько фиксирую ниточку. Теперь делаю один виток. Направляю шнур так, чтобы он плоско обвивал мой внутренний фермуар. И с этой стороны начинаю подхватывать петли за обе дужки. Каждый раз вставить в иглу мне потребуется по 2, возможно 3 раза в каждую петлю, для того, чтобы фермуар садился ровно и аккуратно. Вот сейчас в ту же самую точку ввожу иглу второй раз. Важно, чтобы фермуар был закрыт полностью. Поворачиваю шнур удобно и следующее обвитие. Следующая точка за обе дужки кромочной косы. Так поэтапно двигаюсь до первого маркера. Кое-где также добавляю капельку клея, для того, чтобы намотка была аккуратна и полностью закрывала мой внутренний фермуар. Где-то пользуюсь клеем почаще, где-то он вообще не потребуется. Сейчас на повороте сложный момент, здесь будет клей почаще. По ровной части можно его вообще не использовать. Здесь на повороте потребуется вставить иглу в одной точке по 3 раза, для того, чтобы нить гармонично была распределена по повороту. И повторюсь, еще раз подхватываю с помощью клея, подтягиваю. Я дошла до первого маркера, и здесь мне нужно пропустить этот промежуток. Я наматываю нить только на фермуар. Визуально я сейчас нахожусь на той же точке изгиба фермуара, на которой заканчивала здесь. То есть, соответственно, мне нужно подключать полотно сумочки. Возвращаюсь к кромочным косам и продолжаю уже до этого маркера. Сумка получилась очень классная и аккуратная, прекрасно держит форму, вместительная и лаконичная. За счет жесткого дна, чтобы вы туда не положили, донышко не будет проваливаться и сумка не будет менять форму. Итоговые размеры изделия, конечно же, по размерам фермуара: 22 ширина по верху, 30 по основанию. Высота изделия 17-18 сантиметров. Очень удобно держать. Конечно же, в изделие просится подкладка. Идеально будет с дополнительным кармашком на молнии. Также я хочу декорировать свою сумочку стильным дополнением. Мне очень нравится тренд на различный декор. Здорово будут смотреться стразы или бусины. Сумочка прекрасно впишется в любой гардероб и без декора, на ваше усмотрение. Напоминаю, все необходимые ссылки оставляю для вас под этим видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!